Вітаю вас! Я Світлана, і сьогодні ми разом помилуємося моєю магнолією Solange Alba Superba. Расскажу про особенности в уходе за магнолиями, характеристиками и сортовыми особенностями именно этого сорта. Увидим архивные видео этого деревца апрель 2019 года. А еще покажу мою новую хотелку магнолии. Увидела этот сорт на выставке в Германии. Видео несколько дней назад. Может быть, и вам понравится. Свою первую магнолию покупала в садовом супермаркете 4 года назад, в апреле 2019 года. Веточкой двухлетней посадила ее в горшок, где она ждала переезда в наш новый дом. Мы в конце лета переехали, и я ее перевезла в горшке. У нее были маленькие годовые приросты и десяток листочков к концу сезона. Купила сорт магнолии Solange Alba Superba. Магнолию в сад я всегда хотела. Сад хотела, и у меня обязательно там будут магнолии, мечтала. Потому что яркие воспоминания из детства – это цветущие магнолии с путешествием родителей в Сочи. Я маленькая тогда совсем была, но запомнила. Магнолия – изысканный большой листопадный кустарник или небольшое дерево с огромными цветами, по форме напоминающим тюльпаны. У одних сортов более крупные, у других лилиеобразные, немножко мельче. Разные бывают магнолии. И разные по морозоустойчивости. Обращайте на это внимание. Цветы на дереве появляются задолго до первых листочков. Цветок магнолии вообще считается символом чистоты и нежности. И это дерево культивировалось в Китае и в Японии с очень древних времен. Моя магнолия Alba Superba по структуре кроны будет где-то метра 4-5, я надеюсь, и иметь без формировки такой, как кустарник, будет раскидистый. А если подкорректировать крону обрезкой, можно вести аккуратным небольшим деревцем. Хотя имейте в виду, что магнолии не любят обрезку, формировку. И если вы решите убирать много ветвей сразу, она может заболеть или даже погибнуть. Я хочу в марте до апрельского ее цветения в этом сезоне немного крону приподнять, обрезать несколько веточек снизу. Она как-то за сезон 23 года сильно пышная стала. И внизу сильно облиствена. Про цветение, что я могу сказать. В этом сезоне моя Alba Superba будет цвести третий раз. Они не сразу после высадки цветут. Дерево должно укорениться, подрасти. Цветы очень ароматные. Как я говорила, напоминают огромные белые тюльпаны. Листвы в период цветения еще нет. Зрелище сказочное, я вам скажу, феерическое. В это время в саду еще мало цветов. И такое цветущее большими тюльпанами дерево украшает участок. Украшает — это даже не то слово, сказка. Но, к сожалению, трипсы очень любят не только розы светлые, но и магнолии. Расскажу, что я делаю. До раскрытия бутонов, температура должна быть где-то 10-12 градусов. Обрабатываю магнолию по почкам цветочным и растительным инсектицидом Тепеки. Или можно маспиланом, у него немножко слабее действие. И второй раз, когда цветы начнут раскрываться. И тогда вы полюбуйтесь цветением во всей красе, не испортят трипсы настроение. В этом сезоне мои цветы магнолии были намного привлекательнее, чем в прошлом.
Ну и количество цветов больше. Трипсы не помешали. Цветы большие, тюльпанообразные, до 20 сантиметров могут быть. У моей магнолии они белые. У основания в начале как розовые мазки, а когда цветок стареет, становится полностью белым. Цветок имеет приятный нежный аромат. Представьте, такие огромные цветы на совершенно голом без листьев дереве и ароматные. Цветение продолжается 15 дней. Начало мая или конец апреля. Возможно, второе цветение в конце лета или в начале осени. У меня так и получилось в этом году. Несколько цветочков появилось в конце августа. Правда, они, конечно, были меньше и быстро опали. Такого впечатления, как весной, нету. Думаю, если в этом году осенью зацветет она у меня, я уберу соцветие. Не хочу, чтобы сила тратила дерево на цветение. Пусть весны подождет. Скорость роста у магнолии в молодом возрасте более медленная. Укореняется она, нарастает, а где-то года с 4-5, как вы ее высадите, будет до полметра в сезон набирать. Вот у меня как раз такое время настало, посмотрим. У магнолии Суланжа очень красивые молодые листочки, светло-зеленые, большие очень, и молодая листва особенно приятно на ощупь, как бархатная бумага. Я очень люблю их весной трогать, подходя к деревцу. Бархатные, бархатные. Что я еще хотела сказать про обработки. Не забывайте обрабатывать от клеща. Как только листья появились, надо профилактически сделать первую обработку. В мае, когда мы и гортензии обрабатываем, листики молодые, клещ поражает и магнолии. После зимней голодовки с невероятной силой нападает. От клеща я препараты меняю. Санмайт, Нурел или любые акарициды. Меняйте разные, чтобы не было привыкания. Обрабатываю с интервалом 7-10 дней 2 раза. А дальше смотрю по растениям, нужны обработки или нет. Подкормки весной, как и все растения, под корень рассыпаю осмокот. Действием 2-3 месяца. Большего действия не надо. По листу обрабатываю плантофолом линейкой вначале одним, потом другим, потом третьим осенью. Там специальная градация азот, фосфор и калий. Смотреть надо. Отдельно хотела сказать про высадку магнолии. С магнолиями надо немножко заморочиться. Начиная с того, что большинство сортов предпочитают 6-ю климатическую зону, а у нас 5Б. Поэтому первые 3-4 года молодые магнолии я укрываю агроволокном. В сезоне 24 года, это ее 5-й сезон будет, хочу опоры поставить, а агроволокно не закреплять. Если зима будет сильно морозная, выйду и степлером агроткань прикреплю к деревянным опорам. Это будет довольно быстро, просто я хочу закалить немножко уже свою магнолию. Огромное дерево я же не буду укрывать. Но у магнолии есть еще одна заморочка. Они не любят сквозняки и ветра. Старайтесь найти место среди больших хвойных, но в то же время и на солнышке, чтобы легкая тень и солнце были как бы поровну. Я вокруг своей магнолии посадила можжевельники, и чуть подальше от сквозняков ее защищает скальный большой можжевельник, рододендроны, тоже которые подрастают, и древовидные гортензии со стороны дорожки, не дают ветрам гулять. Надо учитывать, что магнолии растения кальцифобы, растут на слабокислых, но плодородных почвах, любят полив. Капельные трубки я проложила.
В то же время еще у магнолии поверхностная корневая система, и сажать вокруг нее в приствольном круге или очень близко к стволу другие растения крайне нежелательно. Корни будут мешать друг другу, и магнолия может заболеть. Очень красиво магнолии смотрятся солитером на газоне или в посадке аллеи. Весеннее цветение аллей из магнолий – сказка. Я так и сделала. И летом прошлого сезона досадила с расстоянием 2–2,5 метра, чуть-чуть разные, еще 2 магнолии. Мы их видели. Выбирала по форме, чтобы цветы такие же были, как и у Альба Суперба. Большие тюльпаны, только немножко по цвету другие. Выбрала сорта Рустика Рубра и Heaven Scent. В ботанических садах во время цветения магнолий проводят экскурсии, любование сказочными красивыми цветами. Коллекции магнолий украшают богатые дома и дворцы по всему миру. Еще цветы магнолий используют в свадебных букетах. Если у вас еще нету в саду этой экзотической красоты, и если позволяет морозоустойчивость зона, обязательно посадите. Сад в апреле превращается в волшебный. Еще хотела показать удивительный сорт, который увидела в видеообзоре с выставки. Магнолия Феликс Жили. Моя хотелка новая. Цветы полумахровые, огромные и невероятного цикламенового цвета. Если кто ищет в сад магнолию, присмотритесь к этому сорту. Ну что, понравилась моя Альба Суперба? Молодые мои магнолии Рустика Руба и Heaven Scent зацветут еще через пару сезонов. Но обещали удивить. Будем любоваться. А совсем скоро, через каких-то 3 месяца, эта сказка повторится снова. И зацветет моя магнолия Суланжа Альба Суперба. До встречи в следующем видео. Всего хорошего.